Для приготовления этого чудесного чизкейка нам понадобится вот такая форма диаметром 22 сантиметра. Эту форму мы теперь изнутри смажем маслом. Как я уже говорила, вот обертки от сливочного масла не выбрасывайте и можете их с успехом применять для этой цели. И на дно этой формы положим бумагу для выпекания. Наша форма готова. Нам понадобится вот этот чудесный сыр Филадельфия, 400 грамм. Достаньте этот сыр заранее из холодильника, чтобы его текстура стала мягче. 400 грамм сыра Филадельфия оставляем при комнатной температуре, а пока займемся остальными ингредиентами. Итак, нам понадобится 50 грамм муки. Я вам рекомендую всегда просеивать муку. Мука у меня высшего сорта. Добавляю 1 неполную чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Добавляем к муке 50 грамм сахара, 50 грамм мягкого масла. Очень легко запомнить: 50 грамм муки, 50 грамм сахара, 50 грамм мягкого масла. И напоследок добавляем 1 яйцо. Миксером хорошенько перемешаем несколько минут. Вот эта смесь будет основа нашего чизкейка. Основа для чизкейка готова. 4 яйца нам нужно разделить на желтки и белки. Белки обязательно нужно взбивать в сухой посуде, лучше стеклянной или железной, а желтки можно и в пластмассовой. Добавляем к яичным желткам сахар. Здесь у меня 225 грамм сахара. Миксером хорошенько все перемешаем. Добавляем мягкий сыр Филадельфия. 400 грамм, напомню, здесь. И тоже хорошенько миксером перемешаем. Добавляем 100 миллилитров сливок и сок 1 лимона. Или же можно добавить сок апельсина, что вам больше нравится. Можете добавить также и цедру этого лимона. И 40 грамм муки. И теперь вот такой лопаточкой аккуратно все это перемешаем, чтобы получилась однородная масса. Посмотрите, какая смесь получилась. Теперь это убираем и займемся яичными белками. Для того, чтобы они хорошо взбились, нужно знать правила. Посмотрите, пожалуйста, наше видео, где я подробно рассказываю, как правильно взбивать яичные белки. Коротко вам скажу, что обязательно посуда должна быть сухая, чистая, и миксер тоже должен быть чистый и сухой. Итак, начинаем взбивать. Смотрите, как хорошо яичные белки взбились. Видите, вот эти пики? Значит, все готово. Теперь нужно соединить эти две смеси вместе. Для этого белки мы будем переносить в эту посуду к яичным желткам и аккуратно их вмешивать внутрь. Так, берем вот 1 порцию, вот так. И вот этим шпателем аккуратно все это вмешиваем. Следующую порцию белков. И теперь вот эту смесь заливаем в форму. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке. Прошел 1 час. Так, аккуратно. Посмотрите. О, видите? Закроем обратно и выключаем духовку.
Оставляем наш чизкейк в духовке со слегка приоткрытой дверью еще на час. Итак, прошло 2 часа. Теперь аккуратно мы открываем нашу форму и оставим чизкейк до полного остывания. Прошло несколько часов. Наш чизкейк полностью остыл. Пора украсить его, хотя и без украшений он очень и очень вкусный. Посмотрите, какие красивые и аппетитные ягоды я буду использовать для украшения этого чизкейка. Если у вас нет свежих ягод, можете использовать замороженные. Можно еще обсыпать сверху сахарной пудрой. Посмотрите, как изнутри выглядит наш чудесный, вкуснейший чизкейк. Обязательно приготовьте, но я вам очень и очень рекомендую. Посмотрите, какая вкуснятина и какая красота. Делитесь этим рецептом со своими друзьями. Они будут очень вам благодарны. Приятного вам аппетита!